Такое увидишь только раз в жизни. Случаи в авиации один на миллион. Самолеты и вертолеты решают множество различных задач, включая пассажирские и грузовые перевозки, А также участие в спасательных операциях и транспортировку крупногабаритных грузов. но не всегда все проходит гладко. Сегодня я собрал для вас невероятные авиационные моменты, снятые на камеру. Некоторые кадры вас могут шокировать, поэтому пристегните ремни, поехали. Свою подборку я решил начать с авиакатастроф. На Аляске в США потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35. На видеозаписях видно, как самолет падает без контроля. При ударе о землю прогремел мощный взрыв. ВВС США сообщили, что инцидент произошел 28 января 2025 года на базе Эйлсон. Пилоту удалось катапультироваться и избежать серьезных травм, несмотря на значительные повреждения истребителя. Пилот находится в безопасности. Его перевезли в военный госпиталь Бассет для обследования. Отметили в официальном заявлении американских военно-воздушных сил. 22 августа 2006 года авиалайнер Ту-154 авиакомпании Пулково, вылетевший из Анапы в Санкт-Петербург, оказался в зоне сильного грозового фронта над Донецкой областью. Экипаж запросил разрешение на повышение эшелона, однако вскоре самолет начал стремительно терять высоту. Через 3 минуты он столкнулся с землей рядом с поселком Сухая Балка в Константиновском районе. На борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Все они погибли. Официальное расследование показало, что причиной катастрофы стал вывод самолета в критические углы атаки с последующим переходом в плоский штопор. Этот трагический момент был зафиксирован на видео, на котором подростки, весело болтавшие, стали свидетелями ужасающего грохота и появления черного столба дыма на горизонте. 29 апреля 2013 года в Афганистане на видеорегистратор был зафиксирован момент падения американского грузового самолета Boeing 747. Катастрофа произошла по совершенно глупой причине. Во время взлета с самолета соскользнула бронемашина, которая, сорвавшись с креплений, повредила гермошпангоут и гидравлическую систему, а также искривила винтовой домкрат обоих горизонтальных стабилизаторов. В результате этого самолет оказался в штопоре и вскоре после взлета рухнул на землю, вызвав мощный взрыв. Все 7 членов экипажа погибли. После этой трагедии компания Boeing ужесточила требования по креплению грузов на борту. Самая трагичная катастрофа на авиашоу произошла под Львовом на аэродроме Скнилов 27 июля 2002 года. Во время исполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27 потерял управление и рухнул прямо на толпу зрителей. В результате катастрофы погибли 77 человек, среди которых было 28 детей. Еще 543 человека получили травмы. Основной причиной трагедии было признано отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании самолета. Оба пилота успели катапультироваться, но их признали виновными в халатности и приговорили к тюремным срокам. Главный пилот получил 14 лет, но вышел досрочно через 11 лет, а второй пилот был приговорен к 8 годам, но освободился спустя 2,5 года. В штате Вашингтон, США, камера видеорегистратора зафиксировала поистине удивительное происшествие. Легкий одномоторный самолет потерпел крушение на дороге из-за отказа двигателя. На кадрах видно, как самолет, резко снижаясь, задевает столб и линии электропередач, после чего происходит мощный взрыв, и в облаке дыма и пламени судно падает. Самолет зацепил несколько машин, но, что поразительно, никто не пострадал. Даже пилот и его пассажир остались целы. В замедленной съемке можно увидеть, что, несмотря на сильное пламя, сам самолет не загорелся. Вот уж действительно, пилот и пассажир родились в рубашке. Эта известная трагедия произошла в Тайване в 2015-м. Самолет ATR-72 через 37 секунд после взлета потерял один из двигателей. Пилоты попытались сразу отключить поврежденный двигатель, но совершили ошибку и выключили не тот. Это привело к накренению самолета. Во время падения его крыло задело такси и повредило ограждение автомобильной эстакады, прежде чем самолет упал в реку. Спасатели добрались до места катастрофы через 35 минут на надувных лодках. Они извлекали выживших из хвостовой части самолета и перевозили их на берег. Из 58 человек, находившихся на борту, выжили только 15, 14 пассажиров и одна стюардесса. Кроме того, пострадали водитель и пассажир такси, которые проезжали по мосту в момент катастрофы. В Западной Вирджинии во время авиашоу 2 самолета столкнулись в воздухе. Один из них упал и взорвался. Пилот трагически погиб. Похожая ситуация произошла много лет назад на Мальте, когда один самолет задел хвост другого, из-за чего тот потерял управление и упал в воду.
Пилот погиб на месте. Такие инциденты, к сожалению, не редкость на авиашоу. Например, в Мадриде во время авиашоу реактивный самолет потерпел катастрофу, пилот погиб от ожогов, а еще 8 человек были ранены. В Торонто, к счастью, толпа зрителей была на безопасном расстоянии от происшествия. А на Аляске в 2010-м трагедия произошла с экипажем стратегического военно-транспортного самолета. Во время тренировочного полета перед авиашоу, которое должно было пройти через 3 дня, пилоты допустили ошибку и самолет упал. Все 4 человека на борту погибли. Как видите, авиашоу могут быть довольно опасными, и в подобных случаях всегда лучше оставаться на безопасном расстоянии. 5 мая 2019 года авиалайнер Sukhoi Superjet-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, попал в чрезвычайную ситуацию. Через несколько минут после взлета экипаж сообщил о попадании молнии в самолет, что привело к отключению ряда приборов. Пилоты запросили экстренную посадку в аэропорту вылета Шереметьево. Пытаясь приземлиться, самолет снижался с высокой вертикальной скоростью, что привело к жесткому касанию полосы и началу, как говорят пилоты, козляния. Несмотря на все усилия пилотов, лайнер продолжал биться об полосу. На 3-й раз одна из стоек шасси не выдержала удара и пробила топливный бак. Топливо мгновенно загорелось, и самолет еще некоторое время двигался по инерции, после чего его развернуло, и он полностью остановился. Пожар, начавшийся в момент утечки топлива, быстро распространился, и до приезда пожарных хвостовая часть самолета почти полностью сгорела. В результате катастрофы погиб 40 человек из 78 находившихся на борту. Этот трагический момент был зафиксирован на нескольких камерах, включая ту, которая находилась в салоне. 10 июля 2018 года в окрестностях столицы ЮАР Притории в аэропорту Уондербум произошла трагедия с самолетом Convair CV-340. Самолет, направлявшийся в Уондербум, потерпел крушение всего в 5 милях от аэропорта. Причиной аварии стал отказ одного из двигателей. В итоге этот чартерный самолет, выполнявший международный рейс, потерял управление, что привело к падению. В результате крушения 20 человек пострадали, среди которых 4 получили тяжелые травмы, в том числе пилот, который оказался заблокирован в кабине. Все пострадавшие были срочно госпитализированы. 15 апреля 2018 года в горах Колумбии произошла трагическая катастрофа вертолета Bell 206, которая привела к гибели руководителя эвакуационной группы и травмированию 2 его коллег. Вертолет выполнял операцию по эвакуации другого воздушного судна, которое потерпело крушение неделю назад в горной местности департамента Каука на западе Колумбии. Вертолет Bell 206L4, принадлежащий авиакомпании Helifly, попытался эвакуировать разбитую машину той же компании. Члены команды подготовили трос для подъема поврежденного судна, однако пилот вертолета не справился с управлением, и произошла катастрофа. Во время падения вертолет задел винтами руководителя группы Ивана Андреса Лопеса Лондонью, который скончался на месте. Еще 2 членов его команды получили травмы различной степени тяжести. Через некоторое время оба разбившихся вертолета были вывезены с места происшествия. Авиакатастрофы — это всегда очень страшно, особенно если они связаны с гибелью людей. Однако не всегда полеты заканчиваются или начинаются так трагично. Иногда происходят удивительные, а подчас даже забавные случаи с самолетами и вертолетами, о которых я вас сейчас расскажу. Очевидцы сняли на видео необычный взлет самолета с аэродрома недалеко от города Бодайбо в Иркутской области. Из-за таяния снега на взлетной полосе образовалась большая грязевая лужа, и когда самолет начал подниматься в воздух, он поднял огромное облако брызг и грязи. Несмотря на такую экстремальную ситуацию, самолет успешно взлетел, хотя и был полностью покрыт грязью. А вот на другом видео запечатлена посадка самолета на аэродром Чукотки в сильный мороз. Когда самолет включил реверс двигателей для торможения, поднялось облако снега, которое создает эффект интенсивного торможения на заснеженной полосе. Отдыхающие на пляже в Анапе сняли на видео работу самолета Б-200, который используется для тушения лесных пожаров. Этот спецборд совершает круги над пляжем, затем, снижаясь к воде, он касается ее поверхности, чтобы набрать воду в свои баки. После этого самолет направляется к месту пожара для сброса воды. На другом видео запечатлены сразу 2 таких самолета Б-200, совершающих забор воды с реки для дальнейшего использования в борьбе с огнем. Зрелище действительно впечатляющее. Можно увидеть, как мощные машины работают с точностью и слаженностью, доставляя важную воду на помощь в тушении пожаров. Во время сбрасывания груза с транспортного самолета очевидцы сняли на видео захватывающий момент, когда истребитель Су-30 выполнил удивительный маневр. Истребитель пролетел так близко, что буквально заглянул внутрь грузового самолета. Этот маневр был не только зрелищным, но и достаточно сложным с технической точки зрения. Когда один самолет летит за другим, особенно сзади, его движения могут быть сильно затруднены из-за турбулентного потока воздуха, образующегося за лидером.
15 января 2009 года авиалайнер А320-214 авиакомпании US Airways, выполнявший рейс AEUE 1549 из Нью-Йорка в Шарлотт и Сиэтл, принял на борт 150 пассажиров и 5 членов экипажа. Спустя 1,5 минуты после взлета самолет столкнулся с огромной стаей канадских казарок, что привело к отказу обоих двигателей. Экипаж принял решение посадить самолет прямо на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Несмотря на невероятно сложные условия, пилоты успешно приземлили самолет. Жизни всех находившихся на борту были спасены. Эта по-настоящему удивительная история вдохновила продюсеров на создание голливудского фильма «Чудо на Гудзоне», в котором роль главного героя исполнил Том Хэнкс. Люди, ехавшие по трассе, включили камеру, заметив, что вертолет Ми-8 летит на очень низкой высоте, всего 50-60 футов, прямо вдоль дороги, не сворачивая. Причина такого полета осталась загадкой, но зрелище было довольно впечатляющим. В другом случае, боевой вертолет Ми-35 пролетел на низкой высоте прямо над пляжем, удивив отдыхающих. Такие полеты, особенно на низкой высоте, всегда привлекают внимание и вызывают восхищение у зрителей. Точно такой же случай произошел еще раз, когда Ми-35 пронесся над пляжем, создавая еще одно зрелище для удивленных людей, наслаждающихся отдыхом. Недавно один из отдыхающих на пляже Махо снял на видео, как пассажирский самолет КЛМ заходил на посадку в аэропорту принцессы Юлианы на Карибском острове Сен-Мартин. Отдыхающие, стоя на мелководье, поднимали руки вверх, а те, кто загорал на переполненном пляже, не могли сдержать восторга. Шум от двигателей был оглушающий, когда огромный самолет проносился прямо над их головами на пугающе близком расстоянии. Пляж Махо стал одним из самых популярных мест в мире для наблюдения за посадками самолетов. Каждый день тысячи смельчаков собираются здесь, чтобы встать прямо под траекторией полета, когда пассажирские самолеты приземляются в международном аэропорту принцессы Юлианы, наслаждаясь уникальным зрелищем. На пляже Махо-Бич, который примыкает к аэродрому, часто снимают удивительные видео, на которых самолеты пролетают буквально над головами отдыхающих. Однако еще более впечатляющим зрелищем становится взлет самолета. Люди, которые стоят прямо позади взлетающего самолета, рискуют столкнуться с мощнейшей реактивной струей. Она настолько сильна, что способна перевернуть даже автомобили. Эти люди, несмотря на очевидную опасность, все равно оказались позади взлетающего самолета, и последствия этого можно увидеть на видео. Напоследок хочу показать вам весьма курьезный случай с командиром воздушного судна, который мог бы привести к катастрофе, но все обошлось. Инцидент произошел на рейсе из Миннесоты в Лас-Вегас, когда командир самолета вышел в туалет и не смог выйти оттуда, потому что замок оказался сломанным. В результате второй пилот остался один в кабине, при этом он никогда ранее не садил самолет без помощи командира. Это была чрезвычайная ситуация, но, к счастью, все обошлось без жертв. На видео, снятом во время происшествия, командир сообщил пассажирам о сложившейся ситуации, успокаивая их и объясняя, что второй пилот справляется с управлением самолетом. Авиация — это действительно нечто удивительное. Огромный металлический аппарат способен поднять человека в небо и за короткий промежуток времени доставить его в нужную точку. И хотя многие боятся летать, спешу вас успокоить. По сравнению с автокатастрофами, полеты на самолете считаются самыми безопасными. Поэтому летайте на здоровье. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока.